Вот вы покажите мне, как вы рисуете, чтобы я знал, на каком языке вообще говорить с вами. Как с начинающим. Ну, у меня вообще другая техника, но я в вашу технику просто влюбилась. Вот так. Это как и итальянская техника. Я просто сама по книге, Понял, я нигде не училась, да, сама. Ну я вот как вот так брать и... Значит, мы друг друга поймем. Я тоже самоучка. Все. Так, давайте, тогда я снимаю вот эту картинку. Самоучка? Конечно, да. Вот это не главное, чтобы она была одинаковая. Нет, понятно, она и не будет одинаковой. Даже мне заказывают картину эту. Всегда разные. Всегда разные. Потому что, ну, дело такое. Это как, вот вы поймете, насколько много там импровизации. Там нет рисунка, который у вас, вот в портрете, там же обязан рисунок, плюс еще думать о цвете, это очень важно. Там в сторону сильно не уйдешь. А тут можно. Именно, да, чем хороша эта техника, что свободно ты работаешь как импровизация. Так. Это не она? Так, вот. Ну, такой огромный экран. Так, смотрите, да, это посложнее работа, ну, времени много сделаем. Наподобие, не обязательно. Наподобие, конечно. Это столько красок? Так это еще мало. Жалко? Это краски до отпуска остались. Я их под водой держу. Ну, просто жалко выбрасывать. Знаете, как... А я вас видела, вы что-то показывали в баночку, да? Вы? Да. И потом смело, вот сколько прошло тут 2 недели, они как новенькие. Ну, только что немножко грязненькие. И водой заливаете, да? Можно. Так, давайте я тогда сейчас загрунтую, покажу вам, как грунтовать. Это какие у вас холсты без грунта? Они, холсты у меня грунтованные. Вы здесь, да, заказываете? Да, здесь я заказываю холсты. Это не грунтованные холсты, обычные. Это холст китайский, но хороший китайский, он прочный. И, кстати, неплохо загрунтован. Столярка российская, хорошая, срощенная. То есть столярка здесь надежная, хорошая. Ну, как бы, тоже нельзя рисовать на чем попало. Нужно уважать то, на чем ты рисуешь, чтобы более-менее все нормально. Так, Юля, смотрите, как грунтовать. Грунтуем можно обычный. Сейчас я попробую поближе. Так, грунтуем. У меня грунтовка своя. Чуть-чуть камеру не наставляйте. У меня грунт свой, но можно текстуру делать, их разные. В магазинах там у вас в этой Новой Зеландии тоже, наверное, найдете. У меня она своя, особая. Вот. Акриловым лаком. Вот хороший акриловый лак. Можно добавить сюда немножко сажи, чтобы не писать по... Не сажи, а черной краски, или любой другой, чтобы не писать по белому холсту. Немножко. Всегда, да, лучше? Да, чем по белому. По белому очень жесткая живопись получается. Или же смазывать потом, вот, ну, какие-нибудь имприматурой, или же сразу в грунт. И потом какой-нибудь губкой. Сначала много, вот я накладываю, поскольку губка впитывает. Я обычно по одному грунту не грунтую, обычно сразу несколько. И тогда это немного, тогда экономно. Тогда уже на следующий грунт уже всего лишь ложка нужна, чтобы загрунтовать или текстуру сделать. Но здесь побольше, поскольку я текстуру собираюсь делать, тут приличное количество должно быть. То есть что сейчас происходит? У нас будет текстура. Мы догрунтовываем, то есть изолируем более-менее от тянущего свойства тряпки. И плюс еще цвет легкий. Вот уже 3 сразу, 3 в одном. Ну и плюс сам грунт особый, вы потом поймете, он держит краску, он шершавый, такой вот, необычный немножко. Наверное, может отличаться от тех, которые в магазинах продаются. Да, немножко будет отличаться. Да. Хотите, возьмите этого порошка, я вам на первое время. Меня пропустят на таможне, скажут, что это кокаин. Везешь. Еще установят. Нет, люди увозят. Ничего страшного. Там у них на кокаин есть собаки, анализаторы, да? Не бойтесь. Скажите художественный грунт, побел. Краска, скажите. Так, вот легкий такой, легко серый. Темнее не нужно. Такой, чтобы был такой нейтральный, спокойный серый. Да.
Тут какой-то теплый серый. А я видела, вы бежевый тоже. Бежевый можно, что угодно. Но там холодная гамма, там не нужна теплая подкладка, нежелательно. Вот разнесли. Смотрите, от губки такие даже полосочки получаются. Хорошо. Да, а потом берем, ставим боковой свет на вертикальное положение. Боковой свет, чтобы было сбоку свет, чтобы хорошо видеть именно вот текстуру вот эту. И уже каким-нибудь большим ножом, стихийным. Вот смотрите, от центра сгоняем все это на периферию, там, где не будет цветов. Вот если мы смотрим на образец, что примерно будет вот это, вот сюда можно сгонять, вот в этот угол, сюда, вот тут даже видно вот эта текстура вот здесь осталась. Она не должна быть очень жидкой, желательно такая, если жидкая, чуть-чуть подождать, пока она загустеет, или я обычно, когда лень ждать, точнее некогда ждать, я на вентилятор ставлю, она моментально быстро загустевает, и потом загустевшая более качественно раскладывается без заплывания, то есть она не расплывается. Как каша. А? Как каша. Ну, как штукатурка. Штукатурка. Много, не будем делать так, немножко. Хотя можно сделать вплоть до сантиметра толщиной. А вот лак какой-то вы разбавляли? Акриловый, водный. Акриловый для наружных, внутренних работ. Именно вот это не матовый. Обязательно глянцевый, полуглянцевый. В матовом есть воск. Воск нам здесь не нужен. Это вы покупали, да, с магазина? Это обычный строительный лак. Строитель, который везде по всему миру, именно акриловый лак. Для дерева, для камня, для чего их только нет. А продают готовый грунт, чтобы самим делать? Продают, конечно, но и фактурные пасты продают. Но они все или очень грубые, там песка насыпаны, или же очень скользкие. Это так, да, и очень трудно в один сеанс работать. Я же говорю, я специально его делал, там разные фракции наполнителя вот этого, там разные там добавки, тут несколько добавок всяких, чтобы был именно этот эффект, и не очень грубый, и в то же время, чтобы первый слой был как подмалевок. А это важно, когда в один сеанс, и ты потом даже жесткой кистью или ножом не смываешь до белого, или в данном случае до серого подложки, а он у тебя первый подмалевочек держится. Это очень удобно работать в один сеанс. Быстро работа идет, гарантированно в один день вся картина получается. Уже не нужно дописывать. Так. Вот такие легкие штришочки, они остаются, это хорошо. Повторюсь, можно навалить ее этой грунтовки сколько угодно. Это когда что-то такое абстрактное или совсем смелое делаешь, это замечательно. Потому что это сам лак, ну, связующий лак акриловый, он очень пластичный. То есть он почти не трескается, но если только в очень толстом слое может дать трещину. Но тем не менее, все равно он крепкий, он гибкий, его можно и в рулон сворачивать, и все. Ну, то есть вещь очень хорошая. Так, сейчас. Инструмент обязательно сразу очищать, иначе акриловый лак потом не отмоешь. Он как засохнет, можно расческой еще кое-какие места. Вот эти царапки, они будут заметны потом под краской. Это вот крест-накрест. Ну как? Так, все, ставим на вентилятор. Через 5 минут уже можно будет работать, даже меньше. Высохнет быстро. Он не столько высохнет, сколько он схватится. Даже еще он будет с влагой, но все равно уже маслом можно писать. Ну и смотрите, Юлия, у вас времени сегодня сколько? Безгранично. Безгранично. Смотрите, хотите, давайте так построим работу. Я себе рисую, я ее потом себе оставлю. Вы повторяете. Точно сейчас вот такой же холстик вам загрунтую. Это лучше в плане обучения. Я поправлю у вас. Если что-то не получаться будет, конечно же, поправлю. Вот. Хорошо. Вам труднее будет, но мы через трудности растем. Да. Ставить?
Да, ставьте сюда, будете вот здесь работать. То есть, смотрите, здесь классически мы пишем White Spirit финский, без запаха, этот текуриловский 1050 марка. И 15% приблизительно на глаз я заливаю масло. Можно льняное, можно подсолнечное. Абсолютно не принципиально. Даже тут дело такое, что вот я там в видео, чуть ли не в каждом видео это говорю, когда пишешь цветы, лучше даже делать на подсолнечнике. Почему? Чуть-чуть подойдите, а то я обращаюсь и затылком своим к зрителю. Смотрите, когда пишешь цветы, большой расход вот этого материала. Когда много льняного масла, он может прям в капельки скатываться. Эти капельки могут пожелтеть. И это сплошь и рядом, заметно, особенно когда светлые цветы пишешь, смотришь, что в капельку собралось это масло, и оно такое желто-коричневое, не очень приятный оттенок. Вот. Подсолнечник этого свойства не имеет. Подсолнечник не меняет цвет, он дольше сохнет намного, но цвета не меняет. Так что вот здесь подсолнечное масло, обычная золотая семечка, такое рафинированное вот это масло из магазина. Юля, у вас есть подсолнечное? Да, именно подсолнечное. Ни в коем случае не какое-нибудь там рапсовое, оно не сохнет. Нельзя оливковое масло, это тоже не... Оливковое масло прекрасно для чего? Для замачивания кистей. Вот ты, например, ты решил так 2 недели отдохнуть, там, или недельку, чуть-чуть отмыл кисточку от старой краски, вот в старом разбавителе отмыл, и потом там немножко плошечку какую-нибудь оливкового масла замочил, чтобы она слой был. Вот я в отпуск уезжал, до этого, вот даже чувствуете. Но это подсолнечное масло, поскольку это 2 недели и подсолнечник выдержит. А если в теплое время, месяц нужно. Оливковое масло, все, отлично, оно законсервированное, но оливковое масло потом обязательно хорошенько снять перед работой. Иначе вот эти места, и вдруг забыли, и тут раз мазнули оливковым, она так и останется. Может когда-нибудь и высохнет, но не факт, что она вообще высохнет. Так, теперь, смотрите, добавляем, значит, лака немножко. В частности, у нас сейчас получится, если я добавлю лака, тройник. Не двойник, а уже тройник. То есть 3 составляющих. Разбавитель, масло, лак. Так, сейчас. Так, вот такие прокладочки. Обязательно приучайтесь. Компоненты масла не все безопасны. Есть краски токсичные. Токсичные в плане не то, что это ядовито, а это тяжелые металлы. Есть вот это кадмий, кобальт и еще какой-то вылетело из головы, тоже есть краска, тяжелые металлы. То есть они сейчас до того мелко перетерты, что так без труда мигрируют через кожу в организм. То есть перчатки не очень удобно работать. Особенно в теплую погоду хочется снять, руки потеют. А вот так вот, просто кусочек пленки и тряпку вот сюда. И все. И уже контакта особого с разбавителями и с красками ты не имеешь. Быстро привыкаешь, и вполне себе. Пигменты какого цвета? Пигменты вот здесь не принципиально. Если что-то, я сейчас потом переверну камеру на палитру, поставлю. Если что-то важное, я скажу, но это можно будет любым писать. Какие-то принципиальные оттенки, которые нужны будут в этой работе, я проговорю. Здесь краплаки у нас будут. Краплаки, да, охра желтая, наверное, что-то еще. Сейчас посмотрим. Так вот, лак. Добавляем лак. Добавляю, наверное, процентов 25-30. И сразу размешиваем. Может немножко хлопьями пойти. Вот домарный обязательно в White Spirit пойдет хлопьями. Это не страшно, он потом разбавится и растворится. Акрилстирольный, особенно если он не старый, он более-менее новый, он хорошо разбавляется White Spirit. В скипидаре никаких хлопьев вообще не бывает, он идеально размешивается. Нам желательно, чтобы краска подсыхала, какие-то слои краски первые подсыхали быстро, тонкие, да, первые оттенки, а чтобы потом по ним более-менее не без труда велась работа. Не скользила, да? Да, не размазывалась. Вот. Это всегда, чем плох первый сеанс, то есть работа в один сеанс, именно вот этот момент. Так бы все хорошо было в один сеанс, кроме вот этого момента, что вторые слои кладутся по первому, и
все время происходит ненужное смешение, грязца такая ненужная, а иногда чисто откровенная грязь, особенно начинаешь, когда много возишься, глядишь, особенно когда фотографируешь. Ты смотришь, начало работы, да оставил бы ты ее лучше так, пускай не дописано, она чистая, чистые пятна. В конце, ну, грязь грязью. Это недостаток первого сеанса. Немножко избавиться от нее можно, вот, в частности, добавлением, частично избавиться от этого добавлением лака в первые слои. Вторые слои не обязательно писать на лаке, можно на масле, на обычном, чтобы не вдыхать вот это все. Вот. А первые слои можно делать жестко на лаке. Я иногда, особенно темные, контрастные, здесь их особо нету, хотя вот если зрителю покажу, вот здесь темные места какие-то, их на сопряжение светлых и темных, вот если мы хотим светлый цветок положить на темное место, вот это темное место можно замешать на чистом лаке, подбавить лак, все, и через час, наверное, он уже подсохнет, и ты уже спокойно прокладываешь светлые оттенки на это темное без смешения. Да, такой технический момент, но вот он такой очень жизнь облегчает. Сейчас я себе размешаю лака, добавлю Илина. Так, немножко двойника, даже, наверное, White Spirit чистым разбавлю. Для чего разбавляю? Смотрите, ну, во-первых, лак, это я уже сказал, для чего, чтобы быстрее схватывалась краска. А White Spirit, чтобы краска белила были мягкими, чтобы не терять время на разбавление белила. Сами белила, да, они достаточно, краска, субстанция густая, она вообще изначально даже, ну или для такой корпусной большой укладки сделана, изначально изготовлена, как бы замешана, или для работы с мастихином. Нам это не нужно. Мы работаем кистями, и нам желательно немножко сразу же смягчить ее, чтобы не тратить время. И, во-первых, краски меньше уходит. Я заметил давно, когда работаешь на мягкой краске, она тратится меньше. Как бы, когда густая краска, ты берешь ее, вмешиваешь, она на кисточку вот сюда уходит такой комком таким, потом ты не знаешь, что с ним делать. А здесь ты кончиком берешь, ты мягенькую, спокойненько замешиваешь нужный себе оттенок и работаешь. Меньше уходит, ну не скажу, что в 2 раза, но значительно меньше уходит краска. То есть даже если там собрался пейзаж какой-нибудь писать или портрет, лучше ее смягчить чем-нибудь. С другими так не надо, да, краска? Можно. Смотрите, вот если здесь мы будем что-то фиолетовое делать, можно базовый цвет, краплак там, или фиолетовый, можно его сразу смягчить то же самое, чтобы, опять же, для того, чтобы тоньше были замесы. Вот. Но что касается этой техники, мы вот эти белила потом, когда сделаем первые пятна, мы еще их разбавим до акварельности. То есть вот такой момент, что еще более жидкая она будет в конце. Так, сделали. Дальше. Сейчас мы снимаем колючки, только не над палитрой. Ножиком снимите вот эти еще не окрепшие акрил. Вот эти вот колючки нам не нужны. Вот они, вот здесь колючки, ну они ни к чему. Вот эти колючки. Через какое-то время они окрепнут, их потом не снимешь, они как камень будут. Вот они, пока в них влага, они еще мягенькие. Только повторюсь, не над палитрой, нам этот песок ни к чему. Краска. Дальше нам нужно смазать, чтобы не было сухим. Да, для чего смазка нужна? Смазка двойником обычным. Вот этим. Нам нужно вот это масло. Тонкий слой масла. Ее можно, кстати, окрасить. Если мы по белому холсту писали, ее можно было колеровать. Ну, в нужную нам под задачу. Там, или теплую, или холодную оттенком каким-то. В данном случае у нас серый. У нас картина сама по себе будет, ну, в такой прохладной гамме. Нам не нужно ни в холодное, ни в теплое. По серенькому в самый раз. Вот этот серый оттенок. Двойником. Здесь 15% масла. Эти 15% масла нам и нужны, чтобы был легкая смазочка. Это хорошо для чего? Опять же, экономится краска. По сухому, как бы ты больше должен разбавлять материалом. Там, тут уже такой легкая смазка, немножко легче будет краска разноситься. Не так стираются кисти. По сухим поверхностям кисти горят достаточно быстро. Вот, когда то есть, опять же, нужно будет больше разбавлять, больше вещества. И плюс лучше адгезия.
третий плюс – это адгезия, то есть прилипание не к самому акрилу, к акрилу масло не очень хорошо прилипает. Когда уже какой-то прокладочка есть, не прокладка, ну, вспомогательная смазка есть, уже лучше. То есть масло, оно жиденькое, оно впитается там в поры, в микропоры вот этих грунтов. И уже более-менее так вот масло к маслу, как бы, это для долговечности. Ну и четвертый плюс, если бы мы его колеровали, колеровка, то есть уже и имприматура цветовая, то есть одни плюсы. Вот. Для этого, смотрите, вы какой-нибудь губкой, ну, вот такой губочкой, с палитрой не сюда наливайте, так она вся впитается и вовнутрь идет именно на палитру. Вот так. Тут дырка у нас. Дырочка. Берем. И вот так вот. Не нужно так слишком заливать. Немного. Тут уйдет, я не знаю, грамм 10 вот этого вещества. 15, не знаю сколько это в граммах. Потом берем вот губочка ваша. Так, холсты немножко не совпадают, нам по-любому придется немножко с композицией поиграть. Ну, поскольку мы копию у нас и так не получится, мы сделаем что-то наподобие. Можно карандашом, можно кисточкой сделать контуры цветов. Нам не нужно выписывать лепестки, нам нужно просто вот контур. Сразу определяемся с композицией. Так, вот здесь, смотрите, там, где текстуру нам отсекаем, здесь не нужно писать. Например, вот тут нам нужно цветы. Так, вот здесь не будем писать. Ну и вот тут, вот в этом уголке не будем. Вот в эту фигуру мы можем вписывать. То есть тут даже вот, как по мне, вот это... вот это немножко перегружено количеством. Я уже давно, это старая работа еще, может лет 10 назад или 8 написано. Сейчас я по опыту понял, что больше 40% цветов в работе не нужно, иначе такая загруженность, особенно когда раму одеваешь на нее, тесно становится цветам. Желательно оптимально, процентов 50-40 от поверхности общей, чтобы занимали объекты. Ну, там, цветы или там какой-то натюрморт пишешь, там, с чем-то там, с яблоками, там, с цветами, с какими-то. 40% тогда и пространство остается, и хорошо читается, и нет давления какого-то. Вот. Так, ну вот центральный цветок, он там у меня по центру, тут я его чуть-чуть смещу куда-нибудь, вот этот красный, ну, влево можно сместить. Можно ось представлять, желательно всегда представлять ось, куда идет. То есть ось, да, это продолжение, как это, стебелька цветка. Вот. Точка, откуда все вырастает, и вот такая вот симметричная каракатица. Вот. Без симметрии обязательно, не кружок, ни в коем случае не кружок не рисуйте. Ну, можно, я тороплюсь, я вот делаю так, я знаю, потому что я и заполню их неравномерно. А начинающий, он забывает про это, он заполняет все, и у него получается, ну, тупо капуста. Капуста получается, а не цветок. Алло. Так, потом все. Какой-то разного размера должны быть, в разных направлениях. И, кстати, не все из центра они должны смотреть. Если ты не хочешь уйти от эффекта букета, вот как будто взгляд на букет без вазы, тогда они должны кое-где, вот как здесь, вот этот цветок, он смотрит в середину, не из середины, а в середину. То есть как будто это куст, ну, или случайно брошенные цветы, или просто вот какой-то... Так, это сюда пойдет. Тут, да, хорошо, когда в обрез. Если ты, опять же, не пишешь букет какой-то, хорошо, когда обрезается, особенно боковые любят, чтобы что-то прям обрезалось. Сюда. Здесь что-то будет у нас. Ну, в серединке можно маленький какой-нибудь. Вот. И пока все, я даже вот это не буду писать, опять же, из-за легкости какой-то. Да, и вот эти две, вот это раз, два, три я свяжу теневым каким-нибудь. Все, пока достаточно. Если будет не хватать, потом сделаем это. Так, потом берем. Ну, это понятно, это вы запомните, это не сложно. Так, теперь определимся с красками. Смотрите, на чем пишем цветы. Главное, чтобы не розовым писалось. Мы берем в основу краплак, но мы сделаем скорее фиолетовый.
больше. Тут вот чувствуется что-то не розовое, а такое немножко холодное, в холодную сторону. Я сейчас на двоих сделаю колер. Это краплак розовый прочный, у вас это маджента, скорее всего, там, в ваших краях. Вот, добавим сюда, смотрите, только не ультрамарин. Ультрамарин очень хорошо мешается с краплаками. Красивый цвет получается, такой замечательный, но не стойкий. Может потемнеть. Не факт, что всегда темнеет. Я не знаю, от производителя зависит, или от толщины, или еще от чего-то, не знаю. Вот у меня есть работа, которая там 20-25 лет назад писал, дома висят или там где-то еще, я знаю, которые посерели. Вот вся эта, я сирень писал, она серая сирень. Вот. А есть, которые не посерели, которые все эти фиолетовые оттенки. От чего это зависит, не знаю. Вот, скорее всего, хотя я работаю только русскими красками, вот, может там, я не знаю, может мастер-класс, Ладога, разные вот эти вот компоненты, что-то. Да. То есть лучше не рисковать, потому что краплак, краска активная достаточно, а ультрамарины нестабильные. Если натуральный ультрамарин, нестабильный. Аналоги, может, какие-то стабильные. То есть берем FC. Берем, а FC, голубая FC, это стабильная краска, она ни с чем не, вроде как не замечена, чтобы она уходила в какую-то реакции какие-то давала. Так, вот это у нас будет базовый цвет, так сказать, базу делаем. Базу для красных цветов. А я на двоих делаю, я и Да я вообще краску, смотрите, вот, да, может и много. Жалко. Нет, не жалко. Дело в том, что, смотрите, жалко времени своего. И жалко жалеть. Нужно раз и навсегда отрубить от себя вот эту жалость к краске. Поверьте, вся вот эта жалость видна на холсте. Вот это все размазывание, там подмазывание и вот эти вся экономия. Не надо. Картина по-любому, даже учебная, все равно дороже стоит, чем все краски. Это не значит, что нужно вывалить и все это вот валить, как есть такие вот техники. Это, конечно, не нужно. Но, сколько стоит эта краска? Все, ее собери, тут, это будет там, 500 рублей, там, я не знаю, не меньше. 500 рублей. Есть, конечно, очень дорогие краски, это дело другое. Их, конечно, жалко, если натуральный, например, кобальт фиолетовый. По-моему, это самая дорогая краска. Да, вот ее, конечно, так уже нужно так сэкономить. Так. Нужно жалеть. Это экономит процесс, это не дает удовольствия от творчества. Понимаете? Зачем? Что это вот как... Нужно, говорю, я сам вырос в бедной семье. Мне самому было жалко, выдавливал по полсантиметра этой краской. Но мне надоело это, это вот зависимость от какой-то... Да, нет, спокойно. Это, наоборот, даже какую-то радость доставляет, когда ты работаешь спокойно, свободно. Так, вот фиолетовый, хороший, да. Такой, то есть розовый с фиолетовым оттенком. Такой момент, смотрите, у нас цветы, точнее свет холодный, освещение, это у нас пойдет, так, как решим, сейчас я даже скажу, подождите, да, пускай будет вот это у нас свет, тень мы будем добавлять или краплака, во внутренние тени, краплака или кадмия красного, вот в этот базовый цвет. То есть, смотрите, базовый принцип живописи. Нельзя писать, вот, например, взять вот этот колер красный, мы пишем внутренние тени, а потом на высветление белил добавляем и рисуем лепестки белые. Нам нужно, кроме тона менять на высветление, мы еще и температуру обязаны поменять. В данном случае в холодную сторону. То есть вот свет у нас холоднее, внутри теплее. То есть тени мы будем утеплять. Так, то есть вот этот базовый оттенок у нас пойдет с разными температурами. Так, опять же, вот о чем мы 3 минуты раньше говорили, можно чуть-чуть разбавить вот эту вот краску. Кстати, не двойником, а лучше скипидаром. Долго не хочу на этом останавливаться, лучше не двойником, а white spirit или скипидаром. Да, не совсем, чтобы плыла, вот такая вот, чтобы она была, чтобы легче было с ней работать, чтобы она более тонким слоем распределялась. Нам тут лишняя краска в первом слое не нужна. Чем тоньше, тем лучше. Тонко, но кроюще мы должны. Так, вот краска. Вот, делим пополам, по-братски. По-братски. Да.
Так, если донесу. Да, Да, вот. донес, да. Вот еще красный. Появились. Да, так. Это что касается красных цветов, розовых, красных. Что касается базового цвет вот этих желтоватых. Так, возьмем, наверное, кадмий желтый темный. Сейчас посмотрим. А тот кадмий оранжевый сверху? Да, вот это. Это оранжевый. Ага. Так, вот он, красный. Так, базовый цвет у нас будет, наверное, возьмем белила. Кадмий желтый. Именно мастер-класс, он такой очень солнечный, кроющий, красивый цвет. Именно что касается желтых красок, лучше брать мастер-класс. За исключением есть такая краска у Ладоги. Ну, вам не актуально, вы за рубежом, а вот для России кадмий лимонный Ладога аналог. Очень хорошая краска, она лессировочная, полулессировочная, красивая, такая, во многом выигрывает у кадмия лимонного от мастер-класса. Так, вот этот цвет, смотрите, цвет очень яркий, мы его чуть-чуть приглушаем охрой. Охра у нас такая земляная краска, так, может, многовато. Ну, чтобы не так кричало сразу. Мы потом, если нужно, мы там яркие дадим. Это база. Вот смотрите, вы здесь заметите и красный, это рефлексы. Они лягут у нас, ну, потом, как бы, я имею в виду базу. База вот у нас, вот то, что я внутри. Чувствуете? Вот это. Да. Мы не замечаем то, что сверху. Сверху это ляжет. Вот нам нужно взять вот эту внутреннюю, как бы, красочку. За лепестками, да? Что Да, да, внутри. И чтобы не была картина очень яркой, я специально именно охрой. Можно английской красной капельку, что-то еще. Вот такой. Ну вот я тут немного намешал, вы сами намешаете себе, это не трудно. Ну, сделаете себе. Приглушить. Да. Так, и потом все, берем большую кисть. Вот если с этих, со светлых начинаем. Да, кстати, и кадмий оранжевый тут. Вот в этот базовый цвет, это не самый темный цвет, то есть такой средний. Самые темные места мы еще утемняем вот эту базу. Вот, например, вот здесь у нас будет. Холст уже подсох, немножко как бы, тут масло это есть, но оно уже не такое скользкое. Можете чуть-чуть разбавлять. Уже вот из этой масленки, но не вот так окуная, это очень много заберет. Уголком. Да. И это считается как подмалевок? Это внутренняя тень. Смотрите, что я делаю. Я вот эту базу, я ее немножко, да, я усложняю. Нет, понятное дело, что я утемняю. Так, вот я разные оттенки на этой базе замешиваю туда-сюда. И, кстати, не сразу, не один цветок нужно писать, а желательно сразу, да, так быстрее пойдет работа. Мало того, что быстрее, более того, более цельно. Так, вот здесь вот эти светлые будут. Кстати, я всем рекомендую немножко использовать сажу. Чуть-чуть усложнять оттенки серыми оттенками. Серым, фиолетовым, вот это у вас в уголочке фиолетовый краска. Цвет помним, у нас сверху, когда мы пишем спокойный, холодный, рассеянный свет, он, как правило, падает сверху, ну вот так, можно чуть сбоку пустить. То есть на подмалевке мы тоже должны учитывать, вот как бы сам подмалевок цветка внизу будет темнее у нас состояние, тут нужно потемнее чуть-чуть сделать, нижнюю часть, кверху чуть-чуть посветлее. Так, вот здесь поставим. Вот эту черную краску будете использовать, желательно ножиком раздавить, чтобы не схватить лишнее. Вот я сейчас тут немножко перебор, да, слишком серый. Так, и уже вот здесь даже был, да, белое, ну, чтобы чуть-чуть посветлее был цветок. Смотрите, как движение руки делаю. Не крашу, я вот так вот немножко, чтобы была игра каких-то
У вас уже рука так Да, автоматически. это, кстати, очень такой вот, это особенно плоские места, вот ты небо пишешь или стену какую-то, не красим вот так вот, а немножко крест-накрест такими движениями. Так, и смотрите, всегда должно быть преимущество каких-то цветов. Вот здесь, в принципе, это недостаток, здесь практически равное количество, хотя нет, белых, светлых все-таки больше. Давайте я тоже сделаю больше светлых. То есть, если равное количество, ну, будет мозг немножко так сомневаться, что там, вот, что человек хотел сказать. Ты должен явно дать, вот, или больше тех, больше этих. Например, 60 на 40%, или там даже еще лучше 70 на 30%. Вот, как флористы собирают хорошие букеты, то есть вот на что-то как основа, а потом вот раз там что-то вот лежит такое интересное. Так, наверное, я сделаю вот этот тоже светлый. Так, берем, вот повторяюсь, вот этот базовый, утепляем или кадмием, или краплаком для внутренних теней. Так, ну вот тут вот центрально. Достаточно темная такая серединка. Нам даже можно в серединку, ну нет, в принципе, достаточно вот этой темноты, больше не нужно. Ее можно было еще утемнить там сажей какой-нибудь. Будь у нас вот здесь, например, теневой какой-то внутри, его можно смело сажей чуть-чуть утемнить. Но до определенного момента к саже не приближаемся. Сажа — это очень темная краска, она, ну не знаю, она такая специфическая. Вот можно вот здесь вот какую-то часть показать, что там какой-то вот там внутри бордовый цветок все-таки там заложен. Вот здесь. Все, это самые темные места у нас. И мы пляшем отсюда уже все более светлое. Да. Так, здесь, значит, так. Сразу, смотрите, кисть много взяла краски, поэтому просто автоматически мы не вымываем, а сразу стараемся где-то разбросать, где еще эти оттенки. И утепляем разными способами. Где-то оранжевым, где-то кадмием, где-то желтым даже можно, чтобы они не были монотонно одинаковые. Потому что у нас получится действительно моноцветы. Здесь вот я на самом деле делал это. Не всегда берет камера, плюс еще там изображение, оно как бы сближает. JPEG, вот чем плохо JPEG изображение, JPEG есть такое, она не всегда берет тонкие оттенки цвета, она не всегда их различает. Она берет два не похожих друг на друга, как один оттенок. Я помню, ну не на этом примере, а вот часто помню, что вот я явно вводил разные оттенки на фотографии или в планшете, или где-то на отпечатке, этого не видно. JPEG все ужимает до каких-то вот оттенков. Вы можете, смотрите, можете в природе, не в природе, в натуре этого не быть, а вы смело прям от себя немножко вот такую. Вот этот вот сюда, этот сюда, оттеночек сюда. Так, красный где у нас еще тут будет? Вот тут у нас фиолетовый. Смело заходим друг на друга, нам не нужны четкие границы. Здесь такое дело, что у нас сам цветок, он уже цветочные кисти будут писать лепестки, сами себе форму искать. Нам нужны такие облачка. Единственное, мы не пишем их очень большими, иначе они разрастаются. Хотя у нас есть такой инструмент, как обрезка, но все равно желательно вот эти внутренние тени не делать большими, поскольку сам цветок еще в процессе работы увеличивается, вырастает. И этот момент нужно учитывать. То есть вот работать так как бы не очень большими пятнами. Чуть-чуть белил можно. До сих пор здесь белил не было. Вот да. Чуть-чуть можно, да? Может. Белила высветляют и обесцвечивают. Вы это должны знать, то есть с опаской, не с опаской, а с осторожностью. Точнее, осмысленно относиться к белилу. Я в конце использую когда надо свет где-то или блики. Нет, ну, процессе. Не все ж можно написать без белила. Например, вот здесь светлый цветок не напишешь без белила вообще. Тоже они есть белила. Это вот здесь, вот в темных, тут можно обойтись в теневых местах где-то без белила. Так, вот английский красный можно попробовать. Интересно, цвета. Так, вот сюда какой-нибудь.
серый можно попробовать тоже. Вот этот базовый. Я беру базовый, чуть-чуть серенького. Для благородства. Ну, понимаете, серый цвет, он хорошо облагораживает. Красивый цвет. Оттенок такой появляется спокойный. Так. Вот, смотрите, теперь я даже этой кисточкой между собой их чуть-чуть перетираю. Смотри, мазок короткий, не длинный, коротенький такой, ну вот сколько там, 4 сантиметра. И вот крест-накрест. Как бы вытираете кисть Да, от да, холода. Да. И вот одновременно я объединяю между собой вот эти разные достаточно по температуре оттенки, тем самым усложняем и, в общем... Чтобы дыр белых не было. Нет, я сейчас не это делаю. Я сейчас между собой перетираю вот эти оттенки. Перетираю, опять же, усложняю их, объединяю. Так. Вот, допустим, вот эта база у нас под цветы. Дальше беру большой флевит. Это синтетика? Да, синтетика. Так, нет, очень большой, вот такой средний, наверное, возьму. И беру цвет фона. Так, ну, возможно, ультрамарин. Вот здесь он уже может пойти ультрамарин с белилами. Мешается с мелом. Можно сажу. Уголочками будете разбавлять дозированно. Хотя здесь нам нужен тонкий слой достаточно. Первый слой, почему мы разбавляем, все-таки эта кисть не жесткая, она не может жестко разбавить, поэтому мы разбавляем, чтобы не было излишней краски, чтобы краска легла тонко, а не забила нам поры. Понимаете? Вот потому что у нас проходы будет поверху на усложнение. Нам нужно, чтобы эта красочка тоненькая была, чтобы было чем еще порисовать без, ну так сказать, и без грязи, чтобы были выпуклости какие-то для вторых слоев, для вторых проходов. У нас будет 1 или 2 еще прохода по фону, но тут такой момент еще. Работаем, смотрите, чуть темнее, чем нужно, поскольку у нас пойдет на высветление вся эта история, поэтому так вот. Запомните эти а у вас автоматически будет смешиваться. Вы же пока не берете ни зеленых, ни каких-то сложных. Берете базовые краски. Черный, вот это вот колера, вот эти наши замешанные. Можно фиолетовый или синий брать. Ну, фиолетовый лучше брать. И красный с оранжевым. Все, у вас автоматически, вы никуда не уйдете. У вас примерно в этих оттенках все и пойдет. Единственное, вы должны контролировать их количество. Вот. Ну, то есть... Тут та же история. Мы работаем крест-накрест. Вот так вот. Заходим на подмалевок, не оставляем краевых следов. Вот. Немножко можно вот эти оттенки, они будут перемешиваться между собой. Вот это нужные оттенки тоже. Вот. Это не очень хорошо, когда вот красный дает чисто ореол от себя, но легкие какие-то перемешивания даже нужно. То есть это даст эффект, что это не кончается вот этими цветами, что там где-то еще отзвуки этих цветов есть, ну, что там что-то еще есть. Так, вот можно вот этот использовать королевскую голубую, у вас там нет, потом я вам... Красиво. Королевская голубая. Ну, то есть эффект как бы неба какого-то. Да, что... светлый, да? А это изумрудка рядом, или что это? Вот Да, это турецкая зеленая. Такие специфические колера. Это не пигменты в чистом виде, это составные краски. Ну, то есть, их размешивать, да, между собой там? Нет, это на фабрике мастер-класс делает уже вот та же королевская голубая. Такая, это чисто красивое название, на самом деле это белила, 2 вида белил, титановый и цинковый, плюс ультрамарин светлый. Дает вот такой вот оттенок. Ну, людям нужно зарабатывать. Вот они делают красивые названия, мешают красочку и продают в 2 раза дороже. Хотя проще размешать. Самим, да. Конечно. То же самое с турецкой зеленой, с турецкой голубой и некоторыми красками, которые
Но я покупаю, поскольку лень мешать. Мгм. Они уже замешали, ну пускай она дороже немножко, ну быстрее Есть. работа идет. Так, что касается вот этого голубого. Серо-голубого. Я не то, что даже серо-голубой, кисть грязная у меня, то есть она после старых занятий, она автоматически дает пригрязнение вот этим чистым цветам. То есть я особо даже не загрязняю их, она и сама грязненькая. Уже. Выделяет, да? Со старых. Да. Именно вот с кисти выходят старые краски и автоматически дают какой-то нужный оттеночек. Да. Так вот, Ну, можно чуть-чуть. тепленько. Смотрите, где контрасты небольшие, Мгм. тональные, к фону, Мгм. можно даже фон оставлять. Он как объединяющее какое-то, по краям особенно, это неплохо, можно чуть-чуть объединить. Так. Можно не бояться заходить на цветы. Да. Кстати, можно, если вы разрослись немножко, вот ваша заготовка большая, ее можно ужать именно вот этим способом, ну, чуть-чуть Да. вдавить вверх. Так, сейчас. Так, и здесь хорошо в этой работе, смотрите, здесь такое окружение, вот чем хороша работа. Раз, два, три светлых угла и темный один. Темный берем что-нибудь. Так, что ж там взять, наверное. Очень красивые цветы. Так, смотрите, да, Марс оранжевый, наверное, берем травяную. Темно-зеленый. Вот такой вот достаточно темный цвет можно высветлить желтым чем-нибудь. Как красиво. Ой, как вы запомните это все. Смотрите, Хорошо, что вы записываете. Да. Почему вы говорите красиво? Здесь нет белил, Ага, поэтому они такие насыщенные, чистые. чистые, сильные краски. Это всегда хорошо. Вот. Ну, конечно, нельзя все написать такими красками. Вся прелесть пропадет, если мы всю напишем такую. Она читаться не будет. Она читается на фоне того, что это такие блеклые, спокойные оттенки, а тут такой вот мощный угол. Так, вот сюда заведем эту краску. Так, тут у нас... Так, не хочется мне сюда цветок, хотя ладно, пускай будет здесь цветок, так и быть. Какой-нибудь фиолетовый сделаю цветок. Хорошо. Да, спасибо, до свидания. Так, вот, пускай тут тоже будет цветок. Смотрите, тут более фиолетовый, чтобы отличались от этих теплых. Вот в уголочке фиолетовый, это тоже колер, это смесь ультрамарина, то есть ФЦ с краплаком. Так, такое, что фигура какая-то получается интересная. Между цветов. Ну да, что-то такое вот Теневое. теневое. Да. Вот тут, где контраст большой, темного к фону, лучше, ну не очень хорошо белые пятна смотрятся. А вот здесь, повторюсь, тут можно смело даже целые куски оставлять этого акрила. Не закрашивая. Да, тем более он уже колерован. Да. Был бы белый б немножко Отлично. фальшивил. Ну тут кусок большой, я его, конечно, подкрашу сейчас. Какой-нибудь оливковым оттенком. Надо еще глаз разработать, чтобы видеть тональность, да? Так вот перемешивая как бы быстро.
Ну, если честно, вы думаете, я прям хочу этого цвета, он случайно получается? Я не хочу именно этого, я хочу примерно этой же температуры. Ага. Температуры и тональности. А вот точный оттенок, он получается произвольно и совсем не тот, который я хочу. Я сам не знаю, что я хочу. Я примерно хочу вот оливковый. А оливковых же оттенков там, ну, не знаю, если их поделить, можно и на 100 поделиться, можно и на 1000. Какой он, как получился, так получилось. И тем более, смотрите, я еще такой момент. Я сейчас не смотрю вот сюда в угол и нету. Я распускаю глаза, так называемые. Вот, в общем, расфокусированно смотрю, широко. То есть не в картину, а за нее. Как бы. Я вижу картину в целом, и я вижу, как это оливковое относится вот ко всему остальному. Не фальшивит ли, нужно ли его усилить. Как по мне, так нужно чуть-чуть его взять да усилить, утемнить. Чуть-чуть уголочки вот здесь. Вот такая вот пока что вам задача предстоит. Я сейчас ставлю, да, сейчас у вас на это, ну около, может быть, часа, не больше, минут 40. И тем более, смотрите, главное, не копируйте. Да, на вентилятор я ставить не буду, поскольку вам образец нужен. Вот отсюда будете смотреть, она подсохнет, здесь лак есть. Вот. Главное, не копируйте. Если начнете копировать, у вас получится грязь, грязь. В общем, приблизительно. У вас не исключено, что у вас лучше получится свое, чем вы напрямую копировать. И не нужно копировать ни композицию, ну так, досконально, примерно. Не сами оттенки. Плюс-минус процентов так 70 попадания, если будет, уже отлично. Сейчас я вот чуть-чуть замажу белые пятна и отдам вам кисточки. Сухая? Ну да, без краски, сухая кисточка. Опять же, вот я чуть-чуть усложняю. Острыми, как бы так. Снимаю контрасты излишние. Почему контрасты? Нельзя, чтобы первый слой был очень пестрым, поскольку есть такой закон, не знаю, закон, не закон, пестрое по пестрому не пишется. Будет, хотя бы что-то должно быть более-менее такое мягкое, но не до мягкости как такой. Самое простое, взять, растушевать. Да, в подмалевке должны вот оттенки. Вот даже здесь перетерто немножко. Можно так усилить контрасты. Понимаете? Должен глаз цепляться и за теневые. Там тоже должны быть какие-то что-то происходить. Так, все. Давайте. Итак, пальцы, помните, колючки снимаем, смазка, карандашиком композиция и цветовые пятна. Давайте. Вы меня записывать будете? Я чуть-чуть. На хорошем только записывайте. Хорошо. Смелее, смотрите, вот давайте. Вот, берем раз. Здесь нету, ну и можно вот эту часть. Вот, а тут темнота. Тоже. Вот в эту фигуру мы что-то вписываем. Не нужно, главное, быть очень зажатыми, вот повторять. Это вам, вот когда вы портрет пишете, это нужно, конечно. В портрете так, но здесь совсем другое. Это живопись полуабстрактная, она такая, расслабленная. Да. А тут нужно написать и обязательно постараться получить удовольствие. Только тогда картина получается свежая, интересная. Наблюдатель, как ни странно, он чувствует вот эту вот свободу. Скованность он тоже чувствует. Всю эту энергию, не знаю, я не люблю вот эти слова, там, энергия, но по факту это так. Вот когда картина у меня, вот я пишу большую там на заказ картину, там, ну, кто-нибудь пишет, заказывает, и дорого. Они всегда зажаты, я это чувствую.
Покупатель особо не чувствует там особо, ну, может и чувствует. Но я сравниваю те работы, которые я пишу просто так для себя и потом выставляю на продажу. И те, которые заказные, они всегда суше, они всегда более зажатые, поскольку ответственность, ну, как бы, внутренняя ответственность, она тебя сковывает немножко. Как же там купят там, за $1000, ты стараешься там немножко. Вот. То есть вот встаньте на эту волну, очень важно понять, что свободно как бы писать по мотивам. Свободно по мотивам что-то вот такое, ну вот да, типа в этих оттенках, если получится. Если не получится, и бог с ним. Вот так нужно такую установку себя взять и вот так как бы на этой волне работать. 50 грамм водки вперед, да? Можно, нет, ну водка здесь не поможет. Это, я могу, конечно, налить, у меня тут все это есть, но как бы это плохой помощник. Так. Просто мазок длинный, он такой вот видно везде. Вот раз такой квадрат. Вот крест. Слишком, кстати, слишком разбавляете. Помните про эти 15% этого много. Да, чуть-чуть многовато, да. Головочкой чуть-чуть, едва касались. Вот смотрите, движение покороче. Блин, смотрите, холст светится из-за влаги. Да. Потом немножко вот эти места мы промахнем, когда вот эти вот потекло. Ну, вы что, это у нас поверху вот такой будет. А сейчас более-менее классическая укладка краски, более-менее густую должна быть. Ну, то есть так вот, но перекрывает. Вот она подсохнет немножко, и сверху уже будет легче работать. А если жидкая по жидкому, у нас все будет вот такой плыть. Да. Это важнейший технический момент. То есть чуть более густой краской. Вот. А если нужно, ну, совсем сухо ложиться, то вот так уголочком. Ну и про укладку. Вот у вас заметный мазок, он такой, как бы, да, больше 5 сантиметров. Должно быть вот. Ну это, в принципе, не можно потом еще довбить, как бы, немножко доуложить. Когда будем перетирать между собой, еще вот так вот. Вот, смотрите, как рука идет быстро, коротеньким, крест-накрест, вот таким. Ну, это у меня быстро, у вас сначала будет вот так вдумчиво медленно, а она же потом разработается, потом можете вообще там на скорости, на огромной. У женщин, кстати, руки более развитые, более мелкая моторика, более развитая, ну, все это быстрее делать. Чуть-чуть серенького. Чтобы сложные оттенки пошли, не чисто монотонные, а такие вот. Вот они. Когда краска тонкая, когда ее немножко, происходит как бы практически лессировки. И сложные оттенки получаются не грубые, такие вот неоднозначные, тонкие. Вот. Но тут такой момент. Вот если мы еще несколько раз будем оттенки носить или просто перетирать это место, все это исчезнет. Монотонную грязь. То есть живопись в один сеанс, да, живопись в один сеанс очень чувствительна к количеству работы, к количеству копошения на одном месте. Чем меньше, тем лучше. Это закон, это буквально закон, это очень видно, так что. Сразу да. От этого следствие идет еще одно, то, что мы не копируем досконально. Если мы начнем копировать, мы автоматически будем копаться на одном месте, пытаясь подогнать под то, что подгонять не нужно. Все равно у нас, ну да, по-другому будет, но она будет свежей. Это более ценно, чем если мы положим всю силу энергии на поиск, на приблизительность какую-то похожести, но мы потеряем главное свежесть и какую-то вот ту же энергетику, про которую мы только что говорили, которая тут важнее. Она намного важнее. Хорошо на ошибках учиться, когда сам делаешь и ошибился, больше запоминается. Так, давайте, энергичнее. Я могу помочь, хотите? Ну, да. Помочь? Такого рода картина, это как бы не столько работа такая методичная и такая по правилам, она как бы немножко, правила, конечно, в ней заложены, ну как в любой технике масла, но она очень как бы, это как мелодия. Вот это вот
состояние нынешнее, оно уже диктует немножко другой шаг, продолжение. Не обязательно такое, поскольку вот это состояние отличается от того, что было заложено на этом этапе в той работе. И как бы очень важно не смотреть и грубо переносить какие-то блоки оттуда сюда, а уже довериться вот тому, что есть, почувствовать, что просит работа. Она просит сюда вот этого оттенка, сюда вот этого, сюда вот бирюзы какой-нибудь. Ну, это практика, мне кажется. Больше глаз это практика, да. Но вот я имею в виду и объясняю, как такого рода картины, такие с элементами абстракции, как их нужно писать. То есть вот как музыку буквально вот раскрывать, она должна сама рождаться, сама. Что там родится, она может процентов там на 90 уйти от оригинала и получится у вас совершенно там другая работа, но это будет более цельно, даже если она не так получится, но это вот так нужно работать, желательно. Смотрите, вот я просто пятна даю, пятна, чтобы схемски. Вот глаз сразу, везде, куда что. Ничего он не видит. Вот я говорю, я чувствую, я просто делаю как бы цветовую композицию. Ну, легкое равновесие, хотя всегда должно быть асимметрия, зависит, то есть симметрично не должно быть. Ну и с другой стороны, совсем уже асимметрия тоже не очень хорошо. Это тогда, ну, если ты не хочешь вызвать каких-то там, ну, не знаю, вот чувств у наблюдателя, что вот асимметрия, что вот эта картина вот такая вот, она вот такая, с таким характером. Если хочешь просто спокойную интерьерную работу над диваном или над кроваточкой, ты все-таки какая-то симметрия должна быть. Она не должна быть ну, очень напряженной для расшифровки. Как бы. Ну, то есть, ну, легкая асимметрия должна быть. Вот. И на этом этапе я просто вот ловлю вот эту вот легкую асимметрию или наоборот симметрию и как бы пытаюсь ее раскрыть. Вот этих пятен пока достаточно для цветов. Большой кистью закладываем. Тут вот чуть теплее у вас получается фон, ну и бог с ним. То есть там более холодный, тут чуть теплее, это в принципе может даже и лучше будет. Вот опять же я о том принципе, вот у меня что замешалось, то я раскладываю. Оно не противоречит всему, и бог с ним, пускай оно живет именно вот такое решение. Чем я бы сейчас начал вот как туда смотреть, туда. Для меня вот, когда я рисую, там пишу, обычно беру фотографию какую-нибудь, что не совсем из головы. Я и могу и совсем из головы, но как бы ты немножко больше напрягаешься, когда из головы. Да. Когда берешь образец, фотографию каких-то пилонов, сам фотографируешь или из интернета берешь любую картинку, она в конце концов все равно по-другому получается. Но у тебя есть точка опоры на планшете, ты смотришь вот эти сочетания какие-то, они, и тебе легче работать, тебе не так страшно, не так вот напряжно. Вот. А все равно ты уводишь, потом убираешь эту картинку и уже работаешь по этому же принципу, который я говорил. То есть все цепляется друг за друга. Каждое следующее действие, как нота, она базируется на уже сделанном. То есть она не берется из образца и уже, поскольку отличается, и она будет фальшивить. Она как фальшивая мозаика будет. Она вот вроде она похожа на то, но поскольку тут у нас отличается от того, и она как бы вот, ну, ты вставляешь ее. Так. Сделаем. Вот. Мешаю, смотрите, я еще, когда мешаю, я и тональность проверяю, и цвет. Мне должен нравиться вот этот оттенок. Если он хороший, если не выпадает из этой палитры, из всей палитры, то хорошо. То есть импровизация. Вот тут вот очень важна какая-то смелость. Да, ну такая художественная смелость, которая, ну, а масло-то чем хорошо? Да, летел, брызги летел. Да, масло чем хорошо, оно же все-таки можно его исправить. То есть, что бояться, если все равно
Ну, можно взять, просто разбавить, взять, вымыть ошибочное место. И что бояться, что быть скованным. Скованность тут, она очень чувствуется в работе. Краску мы разбавили, я практически не трачу время на вот это вот. Что было, если тут лежали густые белила? Да, это было бы не работа, а процентов 60 времени мы бы тратили на разбавление до нужной консистенции краски. Вот смотрите, я не бездумно тут делаю, я контролирую, пока кисточка вот на, ну, то есть на действие, чтобы было нормально, чтобы не разнести вот эту грязь. Вот пока после каждого мазка микро какой-то контроль вот, мысленный. То ли я делаю, нормально ли это. Вот сейчас уже потеряла все. Вот здесь ничего не происходит, я ничего не добавляю, и как бы муть какая-то пошла. Я все останавливаю, беру где-то другое место. Пробую. Понимаете, вот, ну, чтобы не просто нужно задача просто повозить кисточкой по всему, чтобы было что-то вот такое, ну, адекватное. То есть вот сейчас то, о чем я говорил, снимаем, усложняем, вот это же все, усложняем оттенки, добавляем из достаточно открытых оттенков полутона, и плюс снимаем, этим же действием снимается краска. Не краска, ну краска тоже снимается, если она лишняя, снимается контрастность излишняя, то есть жесткость. То есть пестрое по пестрому у нас не смотрится. Чуть-чуть размягчаем вот эту жесткость. Так, ну вот такой подмалевочек оставляем пока что. Смотрим, если есть излишки жидкой краски. Снимаем. Так, я сейчас поставлю вашу работу на вентилятор, наверное, да, чтобы чуть-чуть потерял влагу. Вентилятор или обогреватель ИК, инфракрасный, очень хорошая вещь, помогает. Вот у меня в мастерской инфракрасный стоит, вентилятора нету, хотя есть, но там на потолке. Этот, знаете, инфракрасный. Ставишь, включаешь, такой у меня вертикально с поворотом ставишь, она буквально вот всю эту влагу, она, ну, на метр ставишь, теплом таким своим каким-то, вот, очень хорошо. Когда нужен это этап, чтобы потеряла влага быстро, чтобы не ждать там 20 минут, 30 минут, а чтобы за 5 минут, за 10 уже такое подсохшее. Это еще лучше, чем вентилятор, именно инфракрасный обогреватель. Какой-нибудь 1000 ваттный, такой мощный достаточно. С него теплый такой воздух, да, выходит? Не воздух, он греет инфракрасными лучами, как солнце. То есть это аналогично тому же солнцу. Ты не видишь, там лампа особо не светится, она такая темно-красная или оранжевая, а тепло такое идет волной. То есть оно не воздух греет, а греет поверхность. И, кстати, чем темнее краска, тем она сильнее нагревает. Вот, пока вы рисовали, более-менее подсохло, потеряла влагу, хотя не было на вентиляторе или на лампе, а желательно поставить бы на лампу, чтобы она подгустела вообще. Ну вот я к чему. Если лампы нет? Вентилятор. Если нет вентилятора, то можно ждем. air conditioner, горячую, теплую? Можно, ну вы согреете всю свою мастерскую, если вам это не очень хорошо. Так, теперь следующий этап усложнения фона. Можно и цветами заняться, но проще усложнить фон, чтобы потом на уже этот сложный красивый фон прокладывать, рисовать цветы. Вот. Берем теперь уже строительную кисточку какую-нибудь, вот такую, ну не строительную, можно художественную, если есть с длинным ворсом. Нам нужен ворс длинный, вот такой вот, ну вот хороший. Строительные или вот такие бывают всякие. Вот. И боком, теперь краска, смотрите, не разбавленная. Мы берем уже, ну точнее она у нас белила разбавленная, но мы дополнительно не разбавляем.
боком вот так вот ищем текстуры. Смотрите. Да, вот для чего вообще текстура здесь, она именно вот для этого, чтобы усложнить, подчеркнуть, сделать необычный фон, то есть такой случайный, неповторимый, вот понимаете, вот для чего это. То есть это, кстати, почему вот такие техники вот повторить невозможно, в том числе из-за того, что разные текстуры, ты немножко чуть разное сделал, разный оттенок или разная консистенция краски, уже будет все по-другому, разное это плюс сочетание вот этих текстур и так далее. Так, усложняем. Краски много не нужно. Смотрите, прям пыльца. Если излишки взяли, вот так отстучали, ну не отжали, а вот так немножко постучали излишки. На высветление движения короткие, не длинные, короткие и в разные стороны. Здесь работает еще плечом. То есть, ну вот сюда, сюда. Вот, грубо говоря, то вертикально, то горизонтально. То есть постепенно вот так вот идем на высветление. То есть чуть-чуть светлее, чем та подложка, по которой ты рисуешь. Немножко. Да, не должно быть сильно большой контраст, иначе появится та же пестрота, которая нам не нужна. Вот. Оттенки могут быть разными. И температуры. То есть можно как теплым по холодному, так холодным по теплому работать, как в том числе и холодным по холодному, теплым по теплому. То есть вот здесь можно играть. Опять же, игра, здесь уже идет вот та игра, о которой я вам говорил. То есть уже мы как музыку должны сочинять. Вот она хочет немножко попробовать. Пробуем. Где-то желтого, ну, охристых оттенков, еще каких-то. Пробуем. Не понравилось, сразу руку отняли, поменяли цвет. Если сыграла, тиражируем, немножко пробуем. Вот вроде ничего тут какое-то охристое. Заходим смело на заготовки вот этих цветов. Ну, понятное дело, не везде, но по краешку спокойно. Можем разносить эти же оттенки, если это так, ну, если красиво ложится, можно. Вот я только что взял многовато и раз автоматически снял, как бы на автомате. Много не нужно, иначе она большое количество краски сразу забьет текстуру, то есть ну, кучкой такой. А это нам не нужно, это помешает, может мы еще тут будем проходить, может мы тут рисовать что-то еще захочется. Мешаю все вот в этой кучке. Тут не нужно отдельно что-то мешать. Но вот здесь, когда ты чисто хочешь цвет взять, тут можно отдельно пятачком. А так ты в этих же красках возишь, то есть, чтобы это оттенки были родными. Родными всему. Кисточка лежит до железки. То есть только плоскость. Уже под 45 или под 30 градусов поставил, все, начнет работать кончики, они будут вырисовывать краску в углубление текстур и в поры холста. А нам нужно именно поверхность, чтобы она даже легла не то, что на текстуру, а вот тут, где нет текстуры, чтобы она легла неравномерно, а поверхностно на выпуклости самой рисунка ткани, чтобы на выпуклые вот эти вот места ложилось. То есть, чтобы была сложность, такая легкая дымчатость какая-то вот. Чтобы глаз бегал и нигде не мог отдохнуть, чтобы везде была информация. Ну, где-то, конечно, можно и ровное место оставить. То есть, вот, ну, взять вот ровненькое место оставить, пускай он тут отдохнет. А вот здесь, чтобы он все вот считывал информацию, чтобы эта картина всегда была неразгаданной, всегда. Чтобы это не был тупой фон, а чтобы он был сложный, бесконечно сложный. Ну, не бесконечно сложный, но такой вот максимально сложный. Пробуем разные. Это какая-то умбра. Вот она у вас есть. Это я пробую. Это я, думаете, как я прям знаю закон? Нет, я вот так аккуратненько пробую. Могу мысленно перебросить, пойдет, не пойдет. Ну, я уже чувствую процентов на 50, что не пойдет. Могу попробовать. Ну, действительно, что-то не очень. Какой-то. Да. Берем другой оттенок. Вообще, это такая вот вещь хорошая. Я тороплюсь, я вынужден пробовать. На самом деле, когда ты спокойно работаешь, ты должен не пробовать, это все-таки не черновик, а мысленно перебрасывать. Вот спокойно, ты сюда, куда подходит вот этот цвет, куда его можно попробовать. Ну, вот сюда попробовать. Ну, вроде ничего.
чуть светлее можно. То есть мысленно перекидываем взглядом, и если этот алгоритм у вас закрепится, если вы так начнете работать, ваши работы будут чистыми. Они будут без каких-то попыток. Тут попробовал, тут попробовал, тут попробовал. А у вас вот так художник вдумчиво мешает, отойдет, Да, посмотрит. Вот так он работать должен. Вот, то есть по температуре, да, подходить? У цвета 3 характеристики. Тональность, светлая, темная, собственно, сам цветовой оттенок, красное-зеленое, есть там желтое, еще какое-то, и насыщенность. Температура – это определение к цвету. Именно вот есть теплые, вот у нас теплые, желтые, красные, оранжевые – это теплые, коричневые, теплые считаются. А уже начиная с зеленых, синих, фиолетовых – это холодные, до краплака. Это холодное, это теплое, холодное – это отношение к цвету именно. Но этот цвет имеет свою темноту, свою еще и насыщенность. То есть яркий или приглушенный. Вот нужно играть. То есть всего 3 цвета. Ну, там есть еще 4-я характеристика, это выпуклость цвета. Это уже такой, ну, как бы, это тоже важная вещь. Можно один и тот же цвет и температуру проложить тоненько, а тут рядышком мазок этой краской, этой же краской, и оно будет совсем по-другому смотреться. Как бы это уже такая 4-я характеристика краски, ну, цвета краски. Вот. Так, ну вот проложили какие-то предварительно, у нас еще изменится. Можно чуть-чуть, кстати, все это можно делать ножом, мастихином. Мастихин делает это грубо, но для больших размеров и мастихин неплохо. Это такой относительно средний размер. Тут, конечно, лучше все-таки кистями. А можно и тем, и другим. То есть, мастихином можно немножко собрать лишнее. Как видите, вот о чем я говорил, холст не отпускает первые оттенки. Ну, держит их очень хорошо. Именно сам грунт вот этот. Вот. Можно даже точно так же прием сухой кистью, ну не сухой, а сжатой кистью, еще немножко, еще чуть усложнить. Как мы вот эти заготовки наши пятна усложняли, точно так же немножко пройтись. Главное заходить не с темного на светлое, вот тут резца это получится, а со светлого темного, да, тогда получится интересно. Наверное, получится после несколько раз. Не сразу, конечно, да. Пробовать самой, когда... Для вас это новое, все новое. Несмотря на то, что тоже, я же говорю, приходят иногда и члены Союза художников, преподаватели живописи, которые прекрасно рисуют, но в своей там манере, в своей. Да, другая а техника. тут как вот первый раз, первый класс. Ничего не получается, поскольку это другая техника, она уже сложившаяся более-менее своими приемами, она здорово отличается от всего. К тому же тут в основном работаем плечом. Вот сейчас цветы будем писать, тут не столько кисть будет работать, сколько вся рука в целом, вот 2 сустава вот этих будут зажаты. Как бы вот потом поймете, тут так вот немножко. Как и вы привыкнешь, да? Да. Вот вы портреты пишете, наверное, вот так, спокойно, у вас пальцы работают, у вас все зажато, только пальцы работают. А тут вот наоборот. Вот. Так, все, в принципе, вот это состояние готово к принятию уже цветов предварительно. Так, сейчас гляну ваш холст, если он высох, вы будете делать то же самое. Так, немножко нужно подождать, тогда знаете что, я тогда следующий этап здесь начну. Вот, а потом... Цветы, да? Самые? Да, цветы. Теперь мы разбавляем оставшееся белило еще более жидко. Еще больше? Да. Потому что тонко, да, надо? Да, сейчас пойдет акварель. Вот еще важнейший принципиальный момент. Так, берем лак, у нас уже там есть. Да, наверное, вот это вот двойничка. Хотя добавлю, наверное, еще и лака сюда. Так, White Spirit.
немножко лака. Чтобы сову быстрее вела. Ну да, она, понимаете, не то, что даже сох, она... Блестел? Да, именно из-за того, что чтобы не теряла блеска. Поскольку мы разбавляем практически тут больше 50%, это все-таки white spirit, а это матовая, дает матовость краски по-любому. Вот. Чтобы немножко меньше этого эффекта, ну и чтобы прочнее живопись была. В общем, всяко лучше на лаке работать, это дело такое хорошее. Вот, еще процентов разбавить там немножко, на глаз, там сколько там, 5% от объема. Может даже 10%. Вот, и если мы хотим засыхания какого-то быстрого, то разбавляем white спиритом или скипидаром без масла, вот, без вот этого, без, тогда будет действительно так цепляться, быстрее. Мы этот эффект почувствуем ближе к вечеру, он не сразу делается. Это когда ты хочешь совсем, вот помните, когда начинал, говорил, что темные места можно, если ты хочешь большую контрастность вот эту погасить, чтобы она подсохла, это нужно брать чистый лак и в чистом лаке разбавлять краску, закрывать это место, и оно бы уже через час пустило бы работать поверху светлыми красками. Так. Вот краска, я, наверное, с вами поделюсь, тут у меня много ее. Как сметана. Вот даже как разбавленная сметана, как йогурт какой-то. Такая текстура. Да, и этот йогурт мы будем еще разбавлять. Вот в чем дело. Тут она, она не расплывается, но еще немножко она бы потекла. Вот нам вот это состояние нужно создать. Вот она, вот легко, вот с мастихина прям капает. Вот это состояние вам нужно вот как бы запомнить краски. Так, дальше берем берем эти цветочные. Начинаем, например, с розового, с центрального, с вот этого. Желательно разными писать. Вот, например, один для белых оставить, один для светлых, второй чтобы не мешать. И работать. Например, вот здесь мы работаем с розовым, вот здесь с желтыми. То есть не в одном месте мешаем, это не очень хорошо. Так, запись идет хорошо. Так, и вот момент, смотрите, смотрим. Сначала полутон подбираем, краску разбавляем, не забываем, разбавляем, уже разбавленную краску еще разбавляем. Полутон такой не очень, не очень светлый. Подбираем. Жидкий, да, очень жидкий. Так, вот смотрите, полутон. Немножко светлее, чем подкладка. Светлее и холоднее. То, о чем я говорил. Мы еще, возможно, вот каким-нибудь голубеньким, вот какой-то кобальт лежит, может, этим кобальтом будем охлаждать. Вот он у меня захотел смотреть туда. Вот тот смотрит вверх-вправо, этот у меня немножко вниз-влево. Вот так подсказывает мне почему-то вот это пятно. Вот и я не мешаю ему. Пускай он будет так, чем я бы сейчас насиловал его и поворачивал в ту сторону, а здесь несовпадение, здесь нет темного пятна, как вот здесь вот. Если это нужно, можно пальцем сделать темноту, а так вот он диктует вот такой. И я спокойненько все это делаю, как растет уже, как получается. И самый важный момент по технике, как писать цветок. В данном случае пион. Вот, например, вот это у нас центр цветка. Вот он туда как-то смотрит, вот сюда. Плоскость кисти, вот эта плоская часть, она всегда перпендикулярна центру. То есть ходит как бы вокруг него. Здесь она ложится вот так. Здесь вот так. Тут вот так. Грубо говоря, я тут не меняю цвет, я вам просто показываю, этот цвет нужно менять. Здесь вот она относится перпендикулярно вот к этому. Вот тут уже заворачивается, вот здесь она перпендикулярно, уже вот эта сторона становится. Вот. Это же касается и больших.
То есть вот здесь вот так. Тут вот она вот просто вот так. Начало мазка. Ведется она уже вот туда, куда нужно. В данном случае вот он пошел куда-то вот туда. Уперся. Вот здесь он вообще вот так становится. Вот у нас центр, он вот так. Раз, и ведется вот туда. Вот так. Снизу мы меняем, конечно, температуру. Не забываем. Темнее должно быть и теплее, поскольку у нас свет холодный. Здесь начало, вот она, вот эта площадочка перпендикулярна центру, но идет вот туда. Вот так. Вот это весь принцип, как писать такие цветы, как пионы. Ну и многие другие, они так рисуются. То есть перпендикулярно центру лежит плоскость кисточки. Так, все. Вот этого достаточно для центральной части, для полутеней, полутеневых. Сейчас мы развернем немножко. Да, большой кисточкой обязательно берем градиент. Маленькой это не обязательно, двойной вот этой. Большой кистью у нас должен быть градиент, то есть плавный переход от светлого к темному. Светлое, темное. Вот он на кисти. Хорошо видно, вот темная часть, вот светлая. И прокладываем, ну, вот я не знаю, вот сюда лепесток, то есть он уже как бы с изгибом сразу. Но вы должны чувствовать, откуда свет, чтобы не перепутать. Иначе он будет вывернут, не вогнут, а выгнут вот так вот. То есть в данном случае это не нужно. Так. И как всегда, вот я рисую, я не рисую один цветок, я всегда рисую сразу несколько. Только так они становятся живые, связанные, не замученные, нет эффекта аппликации, что вот это приклеено, здесь приклеено, оно как бы живое. Может страдать грязь от этого, может какие-то неточности, но цельность тоже очень много чего значит. Работа ведется тогда цельная. Потом будем еще оттенки давать. Я пока сейчас практически без оттенков работаю. То есть, немножко, грубо говоря, только на высветление. На самом деле тут потом будет усложнение. Там и желтые оттенки понадобятся нам, и оранжевые, и всякие, в том числе и вот эти вот белым цветам тоже будем очень сильно усложнять. И, кстати, поработали 3 минуты с красным, даем отдохнуть глазу на другой температуре, грубо говоря, на другом цвете. Так, куда вот сюда пустим вот этот. Вот, разбавляем прям до вот такого состояния. И смотрите, там белое пока не замечаем. Работаем, кстати, там выбеленная фотография, тут кажется белое, не белое, но оно там будет у нас вот это, наверное, самый светлый цвет. То есть не белым, а вот таким вот. И опять же белым в холодную сторону берем лимоночки немножко. Тут, опять же тот же принцип. У нас внутри теплее, должно быть снаружи холоднее. Лимонка у нас холодный цвет относительно кадмия. И поэтому мы как бы немножко на охлаждение идем. Вот что дает прозрачность. Вот здесь в кисти не краска, а скорее вот этот тройник наш. И через эту краску просвечивает нижний слой. И поэтому такие появляются нежные или серовочные оттенки. Такие вот, что и свойственно цветам, легкая полупрозрачность лепестка. Вот. Тут уже сейчас не столько краски идет, поэтому я буду делиться с вами. Это очень много я тут надавил. Щедро. И вокруг, да, эти да. Вот он примерно внизу смотрит, и вокруг работаю. Вот здесь, смотрите, вот я хочу сюда его пустить. Туда? Да, вот как бы на нас сюда чуть-чуть можно утемнить рыльце ему, чтобы он все-таки более, пальцем, да. Это, кстати, нежелательно сделать с кадмием натуральными, опять же, возвращаясь к тому, что есть токсичные краски. Если лень искать кисточку, то можно уже и пальцем. В паранойю впадать не нужно. Все-таки художники живут долго, никто там не помирал от отравления, если он там не мазал бутерброды себе.
А, ну да. Вот. Перпендикулярно центру всегда. Начало. А ведет туда, откуда они выходят. То есть в данном случае, если это центр, то вот примерно вот там точка, ну, грубо говоря, роста всех этих лепестков, и туда нужно сводить. Так, сюда куда просится. Вот здесь смотрите. Вот эти же оттенки на вот это не ложатся, как чувствуете, немножко фальшивит. То есть нужно подбирать цвет, точнее температуру, оттенок именно под подложку. Вот эти уже вот чуть-чуть лучше ложится, то есть фиолетовый немножко оттенок. Подобрать уметь надо. Ну, чуть, просто температуру. Когда мешаешь, смотришь температуру, что. Ну или первый мазок сделал. Если не фальшивит, продолжаешь фальшивит, что-то вот, значит, нужно менять температуру. Вот там какие-то периферийные, я их вообще не вижу, я так приблизительно делаю, достаточно так, да, безответственно. Как бы нельзя, не то что нельзя, не нужно, не стоит с такой же тщательностью относиться к фоновым цветам, к подчиненным, как к основным. Основные там 3-4 можно прописать, потом далее менее прописанные, и как наполнитель вот там сзади идет что-то вот. Главное в правильных оттенках. Оттенки должны быть хорошими, не контрастными, проигрывать по контрастности вот этим передним. То есть мы должны даже на таком этапе, если там сзади второй цветок, вот, мы должны показать воздушную перспективу дальнего цветка обязательно. То есть снижаем контрасты, снижаем насыщенность. Контрасты темного к светлому и насыщенности цветовые пониженные должны быть. То есть чтобы мозг не сомневался, что там какой-то предмет, вещь, она сзади. Научиться владеть кистью, управлять. Да, и кисточку держим перпендикулярно, то есть не под 45, никак, вот так вот. Перпендикулярно, и держим ее ближе к основанию, ну, чтобы она более управляемая была, так чувствуешь более тонко вот эту вот моторику. И моторика вот, ну, смотрите, когда маленький мазок, да, тут можно и пальцами работать, а на самом деле тут скорее вот плечо должно вот, как бы, или вся рука вместе. Особенно, когда мазок длинный, вот типа вот, например, если бы тут было оттопыренный какой-нибудь длинный мазок, вот так вот нужно было, понимаете, вот чисто плечом. Да, привыкнуть надо будет. Ну да. Это пока все полутона, то есть полутеневые. Потом еще пойдут световые. Светлее. Темнее? Нет, темнее не будет. Темноту мы всю должны заложить на первом этапе. Это как. И желательно не ошибаться, поскольку потом добавлять темное, ну как бы это заметно всегда не очень хорошо. Так, Юля, я, наверное, далеко забежал. Сейчас у вас там как раз подсохло. Давайте потихонечку догоняйте. Да, я уже догоняю. Ничего тут. Че, Паш? Кисточку неправильно держите. Вот так. Вот. То есть она должна так вам будет рука, и вам захочется вот так под 45 сделать. Вот так. Там ничего нет. Да, там ничего нет. Должно все-таки что-то должно быть. Да ничего нет. Нет, есть. Ну, Так возить-то? Ну, не в одну сторону, а вот разные, короткими движениями. Вот, ну, в общем, грубо говоря, держите руку. Смотрите, расслабься.
Вот коротенький, 2-3 сантиметра, и вот в таком. И идем со светлого на темное. Как выворачивается Да, рука? да. Плечом. Все, работа в плече под 45 примерно градусов. Тогда она не будет какой-то вот свойственной руке полосатости. Понимаете? Эта вся полосатость будет чувствоваться, заложена. Аж выворачивается. Ну, нет, сильно уже выворачивать не нужно, но... Вместе с телом. Ну, смотрите, вот, ну что тут. Вы же помогаете, кстати, и в этом. Вот, не именно все плечом. Тоже и кисть должна работать. То есть, вот смотрите, вот движение, и вот перпендикулярно. То есть, это совсем не трудно. Не трудно. То есть, вот и рука помогает, и, возможно, даже в локте, я не знаю. Ну, вот плечо работает, и вот этот сустав. Раз. Ну, пошли, потянули на темное, все перестало работать, уже неинтересно, меняем цвет. Ну, более-менее. Шо попал на понять. О, боюсь. Как первый раз замужем. Фух. Незаметно. Не читается. Да. А чего фиолетовый каким-то? Фиолетовый тут и так хватит. Вот голубыми такими, ну, сероватыми оттенками. Перпендикулярно держим кисть. Прям нет. Вот. Ну, то есть вот перпендикулярно, никуда не заваливаем. И поближе к основанию. Мне так и хочется. Нет, не надо, он так не будет рисовать. Вот так, да? Да. Ну, смотрите, если у нас центр здесь, кисть не вот так начинаем, мы вот так. Вот так. Вот тут у нас ушло вот сюда. Тут уже вот так. Тут вот она. Вот. И мы ведем туда, куда нужно. Вот. Если это сообразите, что вот все время начинаем вокруг, тогда они будут получаться автоматически, сами по себе. Значит, не кругляшок для себя рисовать. Да, мысленно или как-то не получилось, снимаем, переписываем вот это место и заново. Мы же разбавляем, чтобы оно было жидкое. Да, еще разбавляем. Иначе будет сухо и густо, не будет прозрачности. Так, а где у вас центр? Он вниз смотрит, просится? Или туда? По-моему, вниз просится. Вот теневая. Значит, тогда вот так вот. Все вот эти движения. Вот, видите? Начало, перпендикулярно. Вот мягко. Сначала вот цветок любит вот такие, едва заметные, вот эти полутона. Потом просохнет немножко. Во-первых, тут дело еще вот в чем. Смотрите, мы мягко пишем, он еще не родился, еще сам непонятно, куда там хочет. Вот это нам помогает немножко разобраться, чтобы потом более такими четкими мазками, внятными, мы подчеркнули, куда он смотрит, его характер, его форму, его размер. Вот. А пока вот можно едва-едва заметно вот так робко как бы наметить, что куда у нас смотрит. Длинные какие-то. Да, они должны быть короткими, поскольку там их много и видны только кончики. А вы так еще переворачиваете быстро? Нет, все, тут уже не видно. Тут белое по белому. Тут или совсем белым нужно, или темноты добавить. Понимаете, вот здесь хороший контраст,
А тут уже, или уже откровенно белым нужно рисовать. Вот то, что вы сейчас делаете, незаметно контраст все теряет. А если темным тоже не то будет? Нет, темным нельзя, Да. а нужно добавить темноты. Взять опять добавить. А, там, внутренне. да. Потемнее, и потом вот этими же оттенками работать. Да вы не разбавляйте, она густая краска. Сильнее, да, более жидко. Вот это то, что все забывают, кисти много кто покупает, потом присылают на оценку работы, и у всех мясо сначала как-то начинают нежно, а потом краской лупят, и все, и получается вот весь эффект исчез, вот этой нежности лепестка. То есть не забывайте разбавлять. Все, это уже сейчас водичка пишет поверху, а не краска. Водичка, Да, водичка. Вот смотрите, вот у вас вот это неплохо, если мы его обрежем, будет хороший цветок, то есть фоном обрезать. Понимаете, у нас еще в запасе целый такой хороший прием по обрезке. Я боюсь его трогать, то запогаем. Смотрите, еще параллельно, Юлия, оно подсыхает по краям, мы еще по атмосфере проходимся, ну то есть по окружению. Оно уже, это уже такими или большими плоскими кистями, вот этими, там, шестерочку можно какую-нибудь взять. Сухому, да? По подсохшему, по более-менее схватившемуся. Вот так плоско кладем и вот складываем, прокладываем такие еще более сложные. Вот это аналог того, что мы делали вот этой кистью, но тут уже плоской, вот бочком. Или вот это вот кистью, как ее, ну, для листьев, плоская она в комплекте идет, тоже хорошо вот так вот все это делает. То есть усложняем, размываем кое-где, теневые уводим, чтобы была именно атмосфера, впечатление о цветах. Не жестко цветы прописаны, а такое вот что-то туманное. Параллельно делаем. Это вот немножко, только это нельзя по свеже сделанному, иначе размажется, будет некрасиво. Ты уже где ты помнишь, что работал давно, более 20-30 минут, ты можешь вот так вот. Да, должен быть, кстати, характерный звук такой суховатый. То есть не по свежей краске будет, звука не будет, а так должно быть шуршание такое. Контрасты сбивать можно. Там, где не нужен контраст, можно чуть-чуть подсбить его. То есть не все должно быть контрастно. Где-то жесткие контрасты, где-то спокойные. Причем в одном предмете также может быть часть какая-то его не контрастна, часть высококонтрастна. Ладно, Олег, спасибо. Да, всего хорошего, до завтра. Да, отдыхайте. увидимся. Спасибо большое. Алло?